Всем привет! Это канал «Не местные», это Аделина. Константин. В этом ролике будет много полезной информации для тех людей, кто хочет приехать в Батуми. Либо на 2 недели, на короткий срок, либо на долгий срок. Мы хоть и не местные, но живем уже здесь больше года. И кое-что можем вам рассказать на примере, на своем собственном примере. Здесь будет информация про то, как добраться до Батуми, на чем добраться, какие документы с собой нужно вам иметь, какие деньги, потом чем можно здесь заняться, сезонность. Ну, в общем, много полезной информации. И самое, наверное, ценное, что вся эта информация — это практические советы на нашем опыте. То есть мы будем вам рассказывать и показывать, что пригодилось нам, с чем столкнулись мы. И более того, в конце этого выпуска вас ждет интервью с человеком, который также переехал в Грузию, живет здесь уже длительное время, и он расскажет вам свои лайфхаки, с какими трудностями он столкнулся, как он их преодолел. В общем, впереди вас ждет очень много интересного про поездку в Батуми. В Грузию, наверное, можно сказать в целом, но мы будем говорить в этом выпуске именно про Батуми. Информация актуальна на конец 2023 года. Поэтому поставьте этому выпуску лайк, это продвигает видео и мотивирует нас на новые. И начинаем. Любое путешествие начинается с покупки билетов, будь то авиабилеты, либо билеты на другой вид транспорта. Давайте посмотрим на примере приложения One2Trip, это может быть также Aviasales, tutu.ru, на самом деле огромное количество приложений. Давайте вот на примере популярного. Как мы хотим добраться до Батуми? Есть разные способы. На самолете мы можем долететь из Москвы в Батуми, смотрим на любую дату абсолютно. Мы видим, что есть билеты с пересадками. Это нас не устраивает. Давайте посмотрим, какие дни у нас есть прямые. Вот видим прямой Red Wings, 10 505 рублей без багажа. Лететь 3 часа 30 минут. Это Москва-Батуми. Из Казани в Батуми не долететь прямым рейсом. Если мы сделаем Казань-Батуми, то мы увидим, что пересадкой, вот, например, с пересадкой в Стамбуле. Пересадка 6-7 часов. В общем, поездка у нас займет 14 часов 10 минут. Но есть еще один вариант добраться из Казани в Батуми. Как, например, добиралась я. Я долетала до Минеральные воды. Посмотрим, есть ли рейсы прямые, они тоже не каждый день. Вот мы видим прямой рейс Nordwind, 8956 рублей из Казани до Минеральных вод. Ну а дальше из Минеральных вод в Батуми мы можем добраться автобусом, например. Они ездят тоже по разным дням. И вот мы видим, что есть разные автобусы, большое количество перевозчиков. Цены тоже плюс-минус одинаковые, есть чуть дороже, чуть дешевле. И в пути у нас минимальный это 13 часов на автобусе от Минеральных вод до Батуми. А первое, что нужно сделать, оказавшись в Грузии, это, наверное, приобрести местные деньги. Это грузинские лари. Как это можно сделать? Ну вот в любых обменниках, их очень много. В Батуми курсы прекрасные по сравнению с той же Турцией. Здесь и сплит небольшой. И можно обменять, если у вас есть доллары, обменять доллары на лари. А если вы приехали, например, с рублями, с российскими, ничего страшного. Как видите, здесь тоже есть обменники, где можно поменять с рублей на лари. И покупать, расплачиваться в магазинах вы можете только за лари. В некоторых магазинах доллары, но лучше иметь, конечно, лари. Как и наличка, так и по карте. Здесь оплачивать российскими картами или российской валютой нельзя. Принимают только местную валюту. Второе, что необходимо сделать, это приобрести сим-карту. В Грузии есть 3 основных сотовых оператора. Это Макти, Билайн и Geosale. Мы остановились на Макти, потому что нам понравился здесь пакет интернета. Тариф за месяц использования безлимитным интернетом стоит 32 лари. Стоимость сим-карты оплачивается отдельно, 10 лари оформление сим-карты, и дальше уже выбирайте тарифный план. Тарифные планы есть разные на любой вкус. Если вы приехали, например, только в отпуск, например, на неделю, недельные тарифы тоже есть, но их актуальность надо уточнять, конечно же, в момент, когда вы приехали. Как только вы прилетели в аэропорт, там, конечно же, есть бесплатный Wi-Fi.
И вы можете подключиться, посмотреть ближайшие точки, куда вы можете обратиться уже непосредственно к сотовому оператору. Но даже в аэропорту вы найдете стойки с продажей сим-карт. Но там, конечно же, цена будет выше. Если вы приехали на неделю или на какой-то короткий срок, вы можете не приобретать сим-карту. Вы можете настроить роуминг на своей симке. Здесь она также будет работать, будет подключаться к местному оператору. Например, вот у меня Мегафон подключился также к Макте и работает просто отлично. Связь очень хорошая. Но надо понимать, это уже такие там свои специфические тарифы. Вот. Что еще можем посоветовать именно на нашем примере? Классная безлимитка. И здесь нет такого, что тебе навязывают именно в Макте ненужные звонки. Например, если мне нужны звонки, я подключаю дополнительный пакет. СМСки я подключаю дополнительный пакет. Мне это, если не нужно, я подключаю только интернет и плачу за него. 32 лари, друзья мои. Ну, это просто прекрасно. Хотел бы добавить, что интернет в Макте не везде хороший. Есть места, где большое скопление людей или много, я не знаю, чего-то, где связь сильно проседает. Около строек, например, это прям сплошь и рядом. Так что там падает скорость интернета, и палочки вместо 4 становится 1. И, в общем, скорость за метр замедляется. Так что не везде хороший интернет. Другие операторы мы не проверяли, может быть, там еще лучше. Но вот в Макте здесь офис. Самое важное – оформление сим-карты здесь возможно по паспорту. То есть вам не нужно получать никакие визы и прочее. Вы приходите в салон сотовой связи, вы даете свой загранпаспорт, естественно, здесь только загранпаспорт, и на этот паспорт вам оформляют сим-карту. 10 лари стоимость самой сим-карты и тарифный план. Разобраться вы без труда сможете сами в этом отделении, ну, во всех отделениях в Максе, в Батуми, именно в Батуми. Очень много русскоговорящих операторов, и они готовы помочь. Я думаю, из 4 окошек одно точно будет, 2 русскоговорящих. А если даже нет, на английском языке, если вы можете хотя бы хоть чуть-чуть общаться, то объяснить сможете. Да. Ну и просто буклетик покажете, вот такой, например, и тыкните пальцем, какой вам тариф нужен. А перевести всю информацию с любого языка вы сможете с помощью онлайн-переводчиков, так что вообще никаких проблем нет. Оформляется за 10-15 минут, как у нас, нормально. И есть возможность оформить также eSIM. То есть это не только физическая сим-карта, это также и eSIM, что очень классно. Хотел бы рассказать пару слов, на чем перемещаться в Батуми. Город на самом деле небольшой, можно и пешком пройти, по центру, например, вообще весь город можно пешком пройти. Но также можете перемещаться на общественном транспорте, например, маршрутки, автобусы. Покупается билет, ну даже не билет, а транспортная карта. Вот в таких терминалах вы можете ее купить, в Bank of Georgia. Называется Батуми карт. Проезд по ней, вообще она сама стоит 2 лари. Можете купить как и в банкоматах, так и в магазинах, например, Магнити, Спар, ларьки на улице с прессой. Там тоже бывает, продают, поспрашивайте. Батуми карт. Стоит проезд по городу 30 тетри. Тетри — это грузинские копейки. А межгород 40 тетри. Да, можно, ну не межгород, пригород. Можно ездить в ближайший пригород, например, Сарпи, Кабулети, такие города. А сейчас мы с вами посмотрим, как работают карты и как можно проехать на маршрутке с помощью транспортной карты или карты банковской, TBC или BOC. Также в Грузии можно перемещаться на такси. Здесь есть Яндекс.Такси, Bolt и Максим, такие крупные агрегаторы. Ну, Яндекс.Такси, по-моему, самое удобное. Если ехать, например, как вариант с аэропорта Батуми до морского порта, это практически весь город переезжаете, это 10 километров, заплатите вы всего 9 лари. Соответственно, если вы передвигаетесь внутри города, цены будут еще ниже.
Но цены также поднимаются от перемены погоды. Например, в дождь, там какое-то маленькое расстояние может стоить вам и 20 коэффициенты, да, как в России, например, да. Имеется в виду, здесь это также есть. То есть мы говорим цены такие вот средние, которые бывают вне какого-то там прям высокого спроса. А вообще Яндекс.Такси здесь, наверное, самое дешевое. Вот. Из всех агрегаторов Яндекс самое дешевое. Вы можете пользоваться, вот у вас есть же уже приложение, да, установленное в России, которым вы пользуетесь. Также этим же приложением вы можете пользоваться, но туда нужно будет подвязать обязательно, если вы хотите оплачивать карты, вы подвязываете карту иностранного банка, российские карты не работают, либо выбираете оплату наличными, то есть здесь это возможно, выбираете наличные, приезжает такси, вы оплачиваете наличными. Ну, конечно, как и везде, без сдачи старайтесь. Как и в любом городе, вы можете тормознуть бомбилу, как говорится, то есть с руки поймать автомобиль, это будет чуть подороже, но, может быть, иногда в дождь это более лучший вариант, потому что, да, не всегда есть машина на линии, если какой-то катаклизм, например, сильный ливень или что-то еще. Так что выбирайте сами. А еще Грузия, конечно же, славится своей кухней. И очень много мест, где вы сможете поесть, как бюджетно, так и за цену чуть повыше, но это будет непременно вкусно. Мы можем порекомендовать свой топ-3, например, кафе и ресторанов, то, куда мы ходим регулярно, это Хинкальная номер 1. По названию вы уже поняли, да, что подают там хинкали, но не только. Там вы можете попробовать все вообще грузинские блюда, вот, и они будут очень вкусные. Второе — это Radio Kitchen, там нам очень нравится, там европейская кухня, и также есть грузинские интерпретации. И третье — это Прованс, очень уютное, аутентичное кафе. И, конечно, Грузия очень вкусная, вы можете поесть просто даже фастфуд. Уличная еда, выпечка, которую мы на самом деле очень любим. А есть также вот хачапури с сыром, да, вот в таком виде. Стоит 3 лари 50 тетри. А есть сосиска, это 2 лари 50. Штрудель, обожаемый наш штрудель, который стоит 3 лари. Ну и разные также яблочные, пахлава и прочее. Но один очень важный момент по еде в Грузии. Здесь очень вкусно, но все это очень калорийно, поэтому те, кто, например, придерживаются правильного питания, для себя вы также найдете здесь разные кафе и рестораны. Выбор просто огромный, потому что Грузия, ну, это страна такого гастрономического удовольствия. А еще в Грузии вы можете открыть себе банковскую карту. Для этого вам понадобится обязательно загранпаспорт и пакет документов. В каждых банках он разный, но в некоторых банках запрашивают, например, контракт с работодателем, и этот работодатель должен быть не российский. Поэтому, если вы хотите открыть карту в Грузии, вам нужно узнать в каждом банке, в том банке, в котором вы хотите открыть, условия на текущий период, потому что условия выдачи карт меняются очень часто. Вообще в Грузии есть несколько таких крупных игроков, крупных банков. Это Liberty Bank, TBC Bank, Bank of Georgia, BOC. И, соответственно, в эти банки вы также можете обращаться, потому что они открывают мультивалютные счета. То есть вы можете открыть счет либо местной валюты, это лари, либо мультивалютный счет, доллары, евро, лари также. Ну и переходим к одному из самых главных вопросов, это вопрос жилья. На самом деле здесь как раз-таки чувствуется четкое разграничение, смотря на какой срок вы приехали. Если, например, там, в отпуск, на короткий отдых, там, до 2 недель, то, наверное, вам будет даже лучше снять себе, вот, например, Орби. Это апартаменты, что-то вроде апарт-отеля, там небольшие комнаты, студии, квартиры, где есть кухня, обязательно есть стиральная машина и прочее. Цены здесь, мы сейчас ставим вам, как это можно найти. Можете снять через, ну, наверное, мировые, это Booking, Airbnb, а также Яндекс путешествия, Тинькофф путешествия и Островок. Ну, такие вот, да, самые основные. Это случай, если вы хотите снять на короткое время. Также можете снять отели, их здесь очень много, вообще на любой просто запрос, на любой кошелек. Но если вы решили переехать в Грузию, жить здесь долго, то, конечно, вариант квартир, вариант гостевых домов, сейчас их тоже очень много, это популярные такие
варианты размещения. Здесь уже есть свои тонкости в поиске. Как искали мы, что помогло нам. Да, вы можете найти через букинг и, например, выбрать там месяц, а потом дальше уже договариваться, какие условия у хозяев, да, квартиры. Но здесь, в Грузии, преобладает именно Facebook. Все местные жители продают, покупают что-то, сдают квартиры, в общем, все делают на Фейсбуке. И также размещают объявления об аренде жилья. Мы также, например, нашли нашу квартиру, в которой живем сейчас. Ты, получается, разместил, Константин, объявление, да, в группе? Нет, сначала я поискал, какие есть предложенные варианты. Ну, уже было много вариантов, но я хотел немножко другое. И разместил в нескольких группах свое объявление. Там модерация, бывает, что сразу размещают, бывает на следующий день. И посыпались предложения. Буквально там за день-два можно насобирать по самым даже вашим очень узким критериям несколько вариантов. И по цене вы сразу озвучиваете цену. Не бойтесь ставить низкую цену, потому что здесь, если вы поставите высокую цену, вам за эту цену и сдадут жилье, которое стоит может гораздо дешевле. То есть здесь такой торг у грузин. Так что вот еще хотел бы добавить такой нюанс, что гуляя по Батуми, мы видим очень много домов, где бы мы хотели жить. Они находятся не близко от моря, чуть подальше, но там супер классные районы. Я не знаю почему, но ни в Фейсбуке, ни вообще нигде я не нахожу предложения по сдаче этих квартир. И я просто не знаю, где это существует. У одного грузина спросили, он говорит, есть специальные сайты на грузинском языке, там местные предлагают варианты, но, соответственно, там тяжело переводить на русский или на другие языки. Поэтому для туристов только вот что в близости к морю, это Орби, это какие-то там еще Магнолия, может быть, еще какие-то варианты. А то, что подальше и более уютное, что ли, такого здесь нет. Ну, точнее, найти тяжело. Так что вот. Ну да, есть большое количество сайтов, да, там My Home и прочее, но надо понимать, что это, конечно же, агентство. Это агентство недвижимости, вы работаете с риэлтором, он получает там свою часть денег за сделку. Но если же вы хотите, например, самостоятельно, так же, как мы, может быть такой вариант, что через знакомых. Вы там не нашли на сайте и спрашиваете, если есть какие-то здесь знакомые, через знакомых находить. Но также здесь популярны еще и телеграм-группы. Прям можете в телеграме забивать «Аренда жилья Батуми». Вот сейчас на экране вы видите как раз вот такие вот подобные группы. И вот здесь размещают объявления с арендой жилья. Что важно знать при аренде жилья в южных регионах? Это сезонность. Если, например, вот в России, в средней полосе ты снимаешь жилье за определенную стоимость, и она такая круглый год. Здесь есть особенность, это летний сезон. Снимая жилье, у вас цена, например, сняли вы осенью, прилетели сюда, цена будет одна. С мая, как только начинается сезон, цена резко повышается. И вот чтобы такого не было резкого повышения цены, или чтобы вас вообще там не попросили выехать из квартиры, да, в сезон, заключают договор. Но у него есть свои подводные камни, просят плату за первый и последний месяц. Например, заключаете договор на 1 год, и вы оплачиваете первый и 12 месяц. В случае, если вы хотите съехать раньше, ну, вам просто не возвращается оплата за последний месяц. Ну, так я не сказал, чтобы это подводный камень какой-то. Нет, это нормальная практика у всех. Здесь даже больше всего напрягает один момент, то, что если вы сняли договорились по договору, например, у вас одна цена за месяц, она не поднимается, не уменьшается. Если вдруг через полгода здесь происходит, например, какой-то отток туристов, то цены на все другие недвижимости, варианты будут снижаться, а у вас останется цена та же самая, и вы будете жить по этой же цене и дальше. Ну и, соответственно, в другую сторону тоже. Если что-то случится, здесь все подорожает, то у вас цена будет тоже постоянная. Ну, но все-таки это, наверное, минус. Хочется, чтобы более свободен был. Да, и следите за ценами, конечно, вот, в ближайший прям период, когда вы хотите приехать. Потому что цены скачут, могут быть выше, могут быть ниже. Очень много факторов, которые влияют на это. Ну и, собственно, вот, пользуйтесь теми ресурсами, которые, например, рекомендуем мы, и вам будет так проще. Ну, как и нам, собственно. Ну и вот, если кому-то интересно, цены на конец 2023 года за студию, небольшие здесь студии, метров 15-20 максимум, около
от 300 до 500 долларов в месяц. То есть это та цена, которая сейчас здесь в сезон, соответственно, выше, а вне сезон она ниже. А возможно еще ниже будет в следующем году. В следующем году увидим. Ну и пару слов о море. Батуми — это, конечно же, море. Теплое, Черное море. Кое-где оно грязное, кое-где чистое. Около берегов самого Батуми может быть и не такая чистая вода, но если отъехать чуть-чуть подальше, например, пляжи Сарпи на границе с Турцией, там она почище. Мы в одном месте были, но так и не нашли чистой воды. Да, небольшой шторм был, может быть, из-за этого. Поэтому, если вы хотите купаться в теплой, точнее, в чистой воде, вам нужно переждать шторм, чтобы прошло несколько часов, и после этого вода становится почище, она становится более прозрачной. А пляжный сезон начинается, как и на всем побережье, наверное, Черного моря в России, например. Это с июня до конца сентября. В сентябре здесь бархатный сезон, и вода теплая, не так жарко. Потом, что можно сказать про погоду? Погода и днем, и ночью она довольно теплая, разница не такая большая, поэтому вода прогревается с конца июня довольно хорошо, и вы можете купаться даже ночью. Пляжи здесь галечные, как вы видите, везде галечные пляжи. Встречаются большие камни, поэтому можете надеть тапочки, как они называются, для пляжа, пляжные, кому хочется. Ну вот мы сейчас находимся у моря. Как видите, волны есть, но купаться можно. Хотя в конце зимы уже, конечно, точнее зимой уже довольно прохладно. Что Да, еще можно добавить? Возвращаясь к температуре, на самом-то деле сейчас вода, наверное, градусов уже, наверное, 17-18, но есть смельчаки, которые купаются вообще круглогодично. А для нас, для людей, которые любят теплую воду, ну вот я, например, купаюсь, самая вот прогретая вода, это, наверное, август. Середина августа, когда она прям максимально теплая, и уже можно спокойно купаться. Плюсы пляжей именно Батуми. Здесь огромная береговая линия, она настолько широкая, что здесь сложно себе представить прям толкучку людей, вот как, например, в России, да, в Краснодарском крае, когда все лежат прям, ну, условно, друг на друге, и ты ищешь место, где полотенце расстелить. Здесь такой проблемы вообще нет, здесь места хватает всем. Такой территории я, на самом деле, наверное, не видела еще нигде. Ну и если говорить про природу, про погоду, Батуми — это субтропики. Здесь очень высокая влажность и сезоны дождей. Зимой здесь сыро, здесь очень много дождей. Да, здесь тепло. Сколько было в прошлом году зимой? Минимум 4 плюс? Да, плюс 4 было, и даже выпадал снег на несколько часов. Вот я могу сравнить с Сочи. Некоторое время я жил в Сочи. Там как-то немножко по-другому, там больше снега выпадает, но и он подольше лежал, а здесь снег лежал несколько часов. Но по сравнению с Сочи здесь больше, конечно, дождей. В Сочи там как-то расположение может быть такое, что больше ясных дней, а здесь прям льет и льет. Вот зимой очень много было дождей. Может быть, из-за положения здесь вот горы рядом. Вообще Батуми находится между горами и морем. И как-то, может быть, горы задерживают тучи, которые проливаются на Батуми. Не знаю, может, из-за этого. Ну, то есть это надо иметь в виду, если вдруг вы хотите переехать в Грузию, именно в Батуми на длительное время. Учтите, что зимой здесь много дождей и очень сыро. Вот. Это тоже такой фактор, который влияет на восприятие погоды. Да? Вроде бы, казалось бы, плюс 4 это не так холодно, но когда это сыро и с дождем, ну такое себе удовольствие. Вот поэтому все эти моменты учитывайте. А так весна здесь не стоит ждать в апреле плюс 30, даже в мае плюс 30 ждать не стоит. В мае, наверное, к середине, к концу мая воздух прогревается до 22, да, 23, то есть не раньше. 1 мая купаться здесь, но опять-таки только смельчаки начинают. А так вот в июне постепенно начинается лето, погода уже прогревается до 25 и выше. Ну, то есть тут нет такого, что с мая по сентябрь жара 35. Нет, конечно же. Также очень все полномерно. Зато очень много народу летом. А мне нравится больше даже зима, потому что людей очень мало, особенно когда легкий дождь идет. Здесь может показывать погоду, например, прогноз дождь, а он идти такой мелкий, настолько мелкий, что он, как вот из пульверизатора, сразу же испаряется. И влажность, кому нравится высокая влажность и теплая погода, вам понравится здесь.
Такая, на любителя, так скажем. Да. В Батуми также очень много развлечений. Например, если вы любите ходить, а здесь это делать прям особенно приятно, потому что здесь классная набережная, которая вдоль моря. Вы идете, дышите этим воздухом. Можно в парке. Здесь потрясающий бульвар. Можно сходить в театр. Проводится огромное количество мероприятий. Достаточно вот в интернете забить, например, афиша Батуми, и у вас выйдет прям целый список сайты. Многие сайты можно перевести на русский язык. И, соответственно, проблем у вас с переводом не будет. Многие мероприятия, кстати, также проводятся на русском языке. Так что вы наверняка найдете, чем здесь заняться. А куда можно здесь еще сходить? Ну, наверное... Ну, вот мне нравится старый город. Улицы, выложенные брусчаткой, там многие есть. И прям как в Европе ощущаешь себя. То есть очень уютно. Такие небольшие, они там машины. Нет большой скорости у машин, они едут медленно. И люди так поменьше людей, а если есть, встречаются такие веселые какие-то, ну как-то по-другому, как будто в другом городе даже живешь, и вот, ну супер там. Там свой вайб, да, в старом городе. Там нет вот этой вот суматохи, ну где-то есть прям на центральных, конечно, улицах, а так там все более замедленно, нет стройки такой вот какой-то глобальной, там уже вот жизнь, она такая устаканилась. Вот, и очень много людей, кстати, обязательно приходят на море на закат. На рассвет не знаю, наверное, встретить рассвет-то здесь Нет, меньше рассвет, наверное, желающих. в горах, то есть тяжело будет рассвет встретить, а вот закат, здесь шикарные закаты, Да. не хуже, чем где-либо. Точно. Ну, а для того, чтобы этот выпуск был более насыщенный именно практическими советами, мы решили также поговорить с Димой. Дима живет здесь, в Батуми, уже больше года, да? Расскажи, пожалуйста, откуда ты вообще прилетел сюда, в Грузию? Ну, это история такая. Летом я 22 года выехал из России. Вначале поехал в Албанию. В Албанию мне не получилось. Поехал в Турцию. И в Турцию уже по накатанной пригласили. Приехал, в Батуми прилетел. Вот так вот и получилось. То есть ты сюда приехал из Турции? Из Турции, Получается. да. У меня был из Анталии, Стамбул, Батуми рейс. Помню до сих пор. Интересно, а где ты остановился здесь, в Батуми, когда только приехал? Когда только приехал, я выбрал через Яндекс.Карты, через Google Map гостиницу. Лорд гостиница такая. Там были цены оптимальные. Заселился туда, и пока не было жилья, подыскивал жилье, жил там, в этой То гостинице. есть ты длительное время там жил? Ну, у меня где-то около месяца вышло, да. О, это было дорого или можно договориться с администратором отеля, с хозяином отеля? В то время было дорого, я пожил там несколько дней, потом договорился. Цена была довольно низкая, то есть для меня, я считаю. И то есть с хозяином можно было договориться. Я с хозяином познакомился, договорился, и он цену мне снизил. И там прожил около месяца. То есть это возможно. Запоминаем, да, даже в отелях все-таки имеет место быть человеческий фактор, и нужно разговаривать, поднимать вопросы, которые вас интересуют. А вдруг, как говорится, за спрос денег не берут, наверное. Нельзя. Все верно, нет. Здорово. А скажи, а почему именно Батуми вообще? Ну, то есть Грузия и Батуми, в частности. Ну, во-первых, море. Я люблю около моря. То есть я и там жил, везде около моря. Мне около моря спокойней, нравится. И поэтому из ближайших стран, где есть море и где нормально относятся к переезду к такому, это была Грузия. А в Грузии, Батуми, только единственное место, где около моря, где более-менее нормально живется. Ну да. И без виз 1 год. То есть это очень интересно. Это как раз-таки вот говоря о преимуществах, да, наверное, Батуми перед другими странами, перед другими, да. Самое большое преимущество. Да, вы можете здесь жить, но россияне, по крайней мере, год без визы. Но вы при этом можете еще и работать, насколько я знаю. Да, можно работать, зарегистрироваться ИП и работать. Но через год, в течение года нужно въезд-выезд сделать, визаран сделать в какую-нибудь страну. Я, например, в Турцию выезжал уже. То есть в Турцию въехать, буквально несколько часов и обратно въехать. А как ты искал здесь жилье на долгий срок? То есть ты месяц жил в отеле, и потом какие были твои шаги? То есть как ты искал жилье? Самое основное здесь сети, с которыми работают грузины, работают в Грузии, это Facebook.
и WhatsApp мессенджер. Самые основные, где происходит коммуникация. WhatsApp или Telegram? WhatsApp. Тут Тоже WhatsApp, да. Мгм. Telegram тут мало пользуются, ну, WhatsApp больше. И я 2 сайта нашел прямо в WhatsApp и в интернете, вернее. И через них тоже можно. 2 сайта есть основных по недвижимости, по аренде. И через Facebook группы и WhatsApp. Там больше всего грузин сидят. А так русскоязычные группы это основные большие, которые делают свои боты, где размещают. Тоже это в Telegram, да. То есть комьюнити русскоязычное здесь очень сильно развито. Большие телеграммы есть, телеграм-каналы, свыше 100 тысяч пользователей. И там можно много какой информации полезную найти, как раз для адаптации жизни в Грузии. То есть любую информацию практически. Это, ну, Николай Лившиц, например, тоже телеграм. То есть он сам популярный, больше 100 тысяч, и там больше всего информации. Через поиск практически любую информацию можно найти. Я оттуда почерпнул. Вот я, значит, в Фейсбуке нашел группу, закрытые группы есть открытые, около 10 групп. Я зашел в основные, где там пользователи от 10 тысяч и выше. И подал объявление и смотрел, которые там размещаются. Несколько объявлений я увидел, списался по WhatsApp, с ними списался, с ними поехал посмотреть. Первых 2 мне не понравились, а 3, вот 4 там, ну, мне понравилось, договорились по цене прямо в WhatsApp, запросил подтверждающие документы, все получил, составили договор. Ну, в первом случае был устный, а второй у меня переезд уже был письменный. Приехали и переехал. Всё. Ну, то есть ты здесь 2 раза менял жилье, 3 Да. раза даже получается, если берем еще отель первый, который длительно Все жил. верно, да. То есть до сезона там цены низкие. То есть я снял, а после сезона, это с 1 июня, где-то мне сказали, уезжай, потому что хозяин там рассчитывал на большие барыши, скажем так, от приезжих. И мне пришлось найти следующее, где там на длительный срок, уже на год снял, вот в хорошей обстановке студию тоже. Ну, смотри, даже вот ситуация, с которой ты столкнулся, как ты думаешь, можно ли себя вообще обезопасить? Потому что, да, мы уже тоже говорили, что есть сезонность, и бывают такие случаи, что вот как у тебя вообще попросили съехать, кто-то бывает поднимает цену с мая месяца. Как себя обезопасить, чтобы снять квартиру, например, на длительный срок и вообще спокойно жить, не думая о том, что в мае к тебе там постучит хозяин в дверь? Ну, договор, нужен договор. То есть там обычно дают на риэлторы бесплатно, а тут риэлторам платят хозяевам. Вот. И берут договор на русском и на грузинском языке, и в договоре все прописывается. То есть, и когда подписываете, смотрите договор, на это надо смотреть. Собственника тоже можно пробить, то есть есть база онлайн, и по ней можно пробить, кто собственник, и с этим собственником подписывать. Если есть договор, этого достаточно. Даже если вас что-то будут просить, как прописано в договоре, можно, ну, в суд, по идее, обращаться. В суд обратиться грузинский через адвоката или самостоятельно с переводчиком кем-нибудь и защитить свои права. Вот важный момент, запоминаем. Договор в Грузии также имеет юридическую силу. Договор, он везде договор, поэтому обязательно заключаем, чтобы обезопасить себя от таких ситуаций. Южные регионы, они вот характерны сменой сезона. Вот. Точнее, наличием сезона и активной туристической жизни. Ну, все собственники это знают, и поэтому они всегда говорят или на длительный срок фиксированная цена, но надо иметь в виду, что сейчас цены падают, или они говорят на сезон такая цена, потому что они могут там как бы больше заработать на приезжих туристов, или говорят, вот на такой-то период только одна цена, то есть там 2 цены возможно, на летний сезон и на зимний сезон. Прошу заметить, что очень быстро меняются, скажем так, условия. Даже вот объявление, когда вы в Фейсбуке видите, смотрите, оно только вышло, надо сразу с ним обращаться. Или в личку Фейсбука писать, или в WhatsApp. Если вы быстро не среагируете, ну, в то время это было быстро, сезон, то есть я когда менял, это было, ну, быстро менялось. Там, когда осенью там много приезжих было, а когда в мае я менял уже аренду, то там было очень много уже приезжать начали. Уже сезон, да. Да, сезон. Надо будет быстро реагировать. И даже когда я менял в мае, то есть была цена одна, $350, когда я приехал, когда я уже ехал, мне сказали, уже цена поднялась $400, то надо, чем быстрее заключается контракт, тем лучше. Ехать сразу на место, такси надо дешево, ехать на место, договариваться как можно быстрее и смотреть. Если все устраивает, пожалуйста. Есть разные. Есть у побережья, там шумно. Там дискотеки, особенно летом, шумят, стройка и так далее. Ну, в данный момент, когда есть. Где я сейчас снял, это вдалеке, 15 минут ходьбы.
ну там тишина, спокойно, можно спокойно жить, работать и так далее. То есть все зависит от ваших предпочтений. Надо сразу обсуждать с хозяевами квартиры или с риэлторами, Мгм. какие условия там, что должно быть, какое отопление, карма, не карма, газовым, без газа, какие условия оплаты. Но обычно платится аренда и плюс коммунальные услуги. Обычно туда интернет входит, и можно под себя построить, поговорить с хозяевом более высокоскоростной. И коммунальные услуги – это электричество, ну и вода. Мгм. Все остальное – это отдельно обычно. Могут все включить, по идее, ну, в арендную плату иногда, а иногда отдельно. По счетчику я сейчас, например, плачу везде. А вот хотел как раз По спросить, счетчику то есть. электричество в первом случае оплатил прямо напрямую, Мгм. а во втором случае мы счетчик подсчитываем, разницу делаем, разницу между показаниями, пересчитываем по определенному тарифу и плачу. За воду тоже по счетчику, в первом варианте я по счетчику платил, сразу через банк оплачивал, очень удобно было. Во втором случае мы фиксированную какую-то взяли. Вода дешевая в Грузии. То есть от 1 до 5 лари у меня вот так выходит, и сразу оплачиваем. От А 1 до интернет... 5 лари в месяц? 5 лари в месяц у меня, да. Ну, это так договорились. Мы Да. понимаем, что электричество на самом деле у него дороже выйдет. Мгм. Как договорились? Все договорное. То есть есть люди адекватные, с кем можно договариваться. Мгм. То есть и по потреблению, и по качеству и так далее. Ну, то есть это тоже все прозрачно, это можно самим отслеживать, да, никто вам не приносит на бумажке написанные суммы, взятые из головы. Со всеми, которые беседовал, ну, все по-русски хорошо говорят, со всеми можно договариваться, обсуждать и сразу же на берегу, как приедешь, и смотрите, сразу подписывать контракт. Я когда подписал второй раз контракт, я приехал, подписал, через 3 часа я уже полностью переехал. То есть очень быстро это все. Мгм. Ну, Грузия, конечно, славится еще и своим гостеприимством, славится своими людьми. Вот какие у тебя взаимоотношения выстроились с местными? Вернее, как ты их выстраиваешь? Ну, хорошо выстроились. Главное взаимоотношения. С первым хозяином гостиницы познакомились, пообщались. Он был в Казани, хорошо знает русский язык. С его сыном, вернее, свояком, что ли, как-то познакомились тоже. Есть общие темы, поговорили. В дружелюбные отношения до сих пор к нему захожу. А со второй хозяйкой тоже сложились нормальные отношения. То есть главное дружелюбно относиться и ответственно к чему ты арендуешь или делаешь. А к третьим тоже постоянно я помогаю, ему там советую что-то как-то, что я знаю по интернет-технологиям. Мгм. И он мне тоже там угощает. Аджика угостил, мандаринами тоже вкусные очень, которые у него на даче растут. Это с местными. С местными тоже, с его сыновьями, они моряки, тоже познакомились. Нормальные отношения, дружелюбные. А были ли какие-то конфликтные ситуации или вот около того, споры, может быть, какие-то? Да, были. Ну, то есть, когда у меня соседи по тому дому, где я живу сейчас, гостиница, гостиничный дом, Мгм. у него там, ну, вел себя немного, скажем так, то, что не нравилось хозяевам. Мгм. Хозяева стали возмущаться, мне пришлось выйти с ними поговорить. Ну, нашли общий язык, да. То есть, да, ну, люди горячие здесь, Мгм. успокоиться, все нормально. Главное, это быть адекватным всегда и спокойно говорить. Вот и все. Все можно найти. А также тут, если что, всегда есть органы, государственные органы, которые за этим следят. Ну, те же самые 112, полицию можно вызвать в любой момент. Есть Мгм. специальное приложение даже. Да, полиция, конечно же, здесь есть, они все работают, и мы даже снимали, по-моему, люди видели, как они ездят, разъезжают по городу вообще на разном транспорте, да, это и автомобили, это и вот как они называются, гольф, не гольф-машина, а кары вот эти вот, гольф-кары, тоже вообще для меня было удивительно увидеть здесь, как едет полиция вот на этом гольф-каре, но это позволяет ей как раз патрулировать набережную. Бульвар, они вот катаются там по велосипедной, по беговой дорожке. А как вообще выстраиваешь здесь коммуникации? Как находишь здесь людей по интересам, с теми, с кем можно провести время? Ну вот как ты приехал в, получается, страну, где ты никого не знаешь, ну, кроме нас, естественно, я говорю в общем, да? Вот как ты выстраиваешь здесь? Как вообще это возможно сделать? Тут очень не вижу проблем. Есть комьюнити русскоязычное, очень большое, как я говорю, телеграм-каналы Мгм. по разным интересам, по разным направлениям. И там постоянно какие-нибудь встречи организовываются, где можно познакомиться по интересам и по направлениям. Ну, например, или даже когда заходишь в какое-нибудь кафе или куда-нибудь, всегда там часть можно познакомиться, поговорить. Ребят русскоязычные или англоязычные, можно спокойно общаться.
Ну, например, я вот недавно был, вот пришел по объявлению, там была интересная игра настольная, пришел, поиграли, познакомились тоже. Мгм. Вообще очень много коммуникаций, праздники всякие, и там можно с людьми знакомиться, общаться. Телеграм-каналов тоже очень много. То есть и можно найти по интересам, по направлениям, скажем так. И даже в результате переписки в чатах можно найти единомышленников или с тем, кого-то познакомиться, потом дальше продолжить общение. Ну, у меня еще IT-специальность. По IT-специальности я нашел коллег здесь, которые приехали тоже сюда, и мы с ними общаемся, продолжаем общаться. Ну, так вот. Интересно, а вот IT-специальность, в какой компании ты работаешь? То есть ты работаешь удаленно, то есть ты живешь здесь, но работаешь на весь мир, я так понимаю, правильно? То есть ты же не в Грузии работаешь, не в самой. Компания у тебя не грузинская? А, Дело в том, что, находясь в Грузии, так как у меня интернет-компания, и находясь в интернете, у меня специализация такая, я могу с помощью интернета работать, по идее, с любой точкой мира, где есть интернет. Потому Мгм. что, ну, и зависит от продукта. Мой продукт востребован во всем мире. То есть я могу оказывать услуги на русском, на английском языке в любой точке мира, по идее, потому что это облачное решение. Давай, может, поподробнее. Это не реклама, сразу говорим, просто, может быть, кому-то это будет полезно. Сейчас мы даем максимально полезную информацию для людей. Может быть, это будет кому-то интересным и полезным. Ну, это продукт, коммуникационный продукт, облачный Bittrex24. То есть это продукт, партнером которым мы являемся, мы помогаем нашим клиентам осваивать этот продукт, интегрировать в свой бизнес и с помощью его технологий, инструментов, которые в него вшиты, CRM, работа с задачами, проектами, коммуникации, чаты, интеграция с WhatsApp, Telegram и другими основными все коммуникации, с Facebook тем же самым, можно с клиентами общаться через одно окно или с коллегами через одно окно коммуницировать. Этот продукт очень помогает бизнесу. То есть это автоматизация, цифровизация бизнеса. То есть находясь, люди работают в одном окошке и решают там задачи, проекты, CRM, работают с клиентами, созваниваются и так далее. То есть это все вот как раз мы это и предлагаем и внедряем, продаем лицензии по всему миру и помогаем, интегрируем их в их бизнес, внедряем и оптимизируем их затраты на ведение бизнеса. Мгм. Ну да, оптимизация процесса получается. Это подходит для разного типа бизнеса, от малого бизнеса, средний, крупный. То есть, по сути, это будет нужно и интересно, и думаю, что всем. И направления тоже разные. Да, есть и бесплатный даже этот продукт, его можно попробовать, смотреть. От 1 до десятки тысяч пользователей, может быть, фирмы быть в этом направлении. То есть и все используют. Есть бесплатный продукт. Ссылочка там внизу. Мгм. Да, давайте тогда оставим вам ссылку в описании для того, чтобы вы могли ознакомиться и почитать. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, можете также писать в комментариях. Я думаю, Дима зайдет и с удовольствием ответит на эти вопросы, Конечно, которые конечно, на все возникнут. вопросы я отвечу. Вот, потому что Кто очень важно, заинтересован. на самом деле, на сегодняшний день а, именно процессы свои, чтобы процессы не останавливались, ваши рабочие, независимо от того, где вы находитесь. И вот это на самом деле классно, это важно, и те, кто еще не пришел к этому, я думаю, обязательно придут, и вот, может быть, как раз наш выпуск вам в этом поможет. Если это так, мы будем только рады. Ставьте лайки. Сколько необходимо денег в месяц, чтобы жить в Батуми? Ну, смотря как жить, по идее. Ну, возьмем так комфортно, но средний, без излишеств. Ну, давайте в долларах тогда. Сколько выходит? Ну, вот у меня $400 сейчас, или в ларе. Давай в долларах. $400 у меня где-то стоит аренда, коммуналка из них где-то 50 лари, $50 коммуналка, и еда у меня обходится где-то 10 в ларе, могу сказать. Давай в ларе, Ну, мы давай. переведем в доллары, да. Сейчас Ну, проедет. 20-30 лари, где-то в сутки. 20-30 лари в сутки. Это получается у нас 600 лари В месяц. от 600 лари в месяц. Да. Ну, Мгм. плюс еще там добавить средства гигиены, еще что-нибудь там, вот эти, которые быстро изнашивающиеся вещи. Ну, где-то еще плюс 200-300 лари. Вот Еще так вот. плюс 200-300 лари. Окей, то есть это вот на примере твоих трат Да, ежемесячных. да.
Сколько, ну как ты думаешь, по твоему мнению, надо зарабатывать в месяц, вот чтобы покрывать вот эти вот необходимые расходы? Это мы говорили сейчас о необходимых расходах, о том, без чего мы не сможем. Но при этом еще и чувствовать себя комфортно, иметь возможность куда-то сходить, посетить какие-то мероприятия. Ну, смотря какие мероприятия, а так еще достаточно 500 лари сверху, то есть и вообще можно спокойно себя И чувствовать, ходить. Мгм. Если, конечно, на концерты ходить каждую неделю, ну, добавляйте это, ну, 1000 лари, от 1000 500 до лари. 1000 лари, да. Мгм. Если в рестораны ходить, то надо еще больше, конечно. Мгм. Ну да, мы берем такое вот среднестатистическое, как живут люди в Грузии, в России, неважно, да? Еще очень важный момент, да, вот мы сейчас называем цены в долларах, в ларе, все переводим в рубли и в доллары, но имейте в виду, что курс скачет, курс лари, курс доллара, рубль то падает, то опять возвращает свои позиции, поэтому информация такая вот примерная, лучше считать, наверное, ориентироваться на доллары, вот, потому что плюс-минус это хотя бы более-менее стабильные цены, вот, здесь. Какие у тебя планы? Как долго ты планируешь оставаться здесь, в Батуми? Вот. И, может быть, есть какие-то уже взгляды на будущее? Может быть, ты куда-то планируешь поехать или планируешь остаться здесь? Мгм. Смотрите, планы такие, то есть я пока устроился, у меня до весны, скажем так, все нормально, то есть я могу спокойно работать, хороший интернет, зарабатывать сколько нужно. Хотелось бы, конечно, больше стабильности, потому что тут плохо дают ВНЖ сейчас. Может, в следующем году что-то изменится. Если что-то не изменится, то мне надо будет, ну, для того, чтобы я мог путешествовать, получать визы где-нибудь. И поэтому мне, наверное, надо будет рассматривать какие-то другие варианты. Не в Грузии, потому что здесь тяжело легализоваться в плане выезда из Грузии. То есть в Европу, например, или в Мгм. другие страны. Не близлежащие, где не без виз, или там может по российскому паспорту сделать, а другие, где нужны визы. То есть если у меня ВНЖ будет и тут более-менее легализуется, может еще год-два еще тут останусь, М. посмотреть. Если же ситуация не нормализуется, то, конечно, я рассматриваю вариант куда-нибудь уехать, где более лояльно будет относиться, где больше свободы. В том Мгм. плане не будет больше свободы передвижения, больше свободы, скажем так, финансовой свободы, больше Мгм. общения. Ну, пока, да, в данный момент мы понимаем, что, в принципе, здесь все устраивает. Условия, которые здесь есть сейчас, они позволяют спокойно работать, жить, зарабатывать и, соответственно, тратить. Какие ты можешь дать вот прям два-три самых главных совета для тех, кто планирует переехать в Грузию, именно переехать жить, те, кто рассматривает, например, Батуми также в частности, именно для переезда? Вот прям что-то такое вот основные два-три совета. Долговременный срок имеется в Да, виду? именно на долговременный срок. На долговременный срок, ну, конечно, лучше купить недвижимость. То есть, если вы переезжаете, то можно купить недвижимость. Сейчас и выбрать хорошую недвижимость, и там наличие хорошей недвижимости позволяет вам подстраивать под себя, больше стабильности, и уже отсюда можно как Грузию использовать как дальнейшую, скажем так, из Грузии можно путешествовать во многие страны и легко. В Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси хорошие рейсы во все страны практически мира. Второе, ну, сразу же, если вы хотите улучшить свою жизнь, быт, подумайте, во-первых, о ВНЖ, легализации, и о том комьюнити. Скорее, первый год будет тяжело вам. То есть о комьюнити, если вы найдете своих, скажем так, сообщества с друзьями, с товарищами, заведете 10 товарищей, через год вам будет намного легче жить. А так полностью общайтесь, коммуницируйте, ищите варианты, не замыкайтесь ни в коем случае в себе, и все получится у вас. Да, и мы тоже так считаем, что всегда все получается, если есть желание, если есть, конечно, действия, ведущие к этому, и никогда не надо бояться быть открытым этому миру. Главное понять их менталитет, понять, как они мыслят, понять их образ жизни. И тогда, если вы поймете их, вам будет легче находить с ними общий язык, и вы легче освоитесь в этом обществе и будете дальше спокойно жить
И не только спокойно, но и интересно жить Да. и кайфовать. Вот поэтому будьте открыты к этому миру, и как бы это банально не звучало, но так оно и есть. Мир будет открыт по отношению к вам. Вот, а еще, что от себя хочу, наверное, добавить, вот когда приедете сюда, в Грузию, выучите обязательно хотя бы как по-грузински будет «здравствуйте», как по-грузински будет «спасибо». Здравствуйте, гамарджоба, да, и спасибо, это мадлоба. Казалось бы, там какие-то такие, ну что это, да, два слова, мы же не знаем ничего другого, но местным это будет приятным, когда вы здороваетесь на их языке, да, и когда вы говорите им спасибо на понятном их языке. Понятно, что здесь в Батуми очень многие вообще говорят на русском языке. В Тбилиси гораздо меньше, а здесь в Батуми очень много русскоговорящих, поэтому вас и так поймут, но это будет приятнее. Спасибо тебе, Дим, огромное. Я думаю, что мы с тобой смогли ответить на многие вопросы, которые у людей возникают при переезде. Может быть, даже мы будем очень рады, если мы развеяли даже, может быть, какой-то ваш страх касаемо Если будут переезда. вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием на все вопросы отвечу. Да, то есть Дмитрий будет также присоединяться к ответам на вопросы. Поэтому пишите свои вопросы, пишите комментарии. Вот, будем очень Ставите рады. лайки. Обязательно. Делитесь этим видео, кто собирается в Грузию или уже живет в Грузии первые дни. С удовольствием помогу советом. Видите, как здорово. Вы уже нашли себе здесь, можно сказать, друга в Грузии. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. 만드는 다 기술을 만드는 게 그냥 이제